Всем привет! Пришла на кухню, думала, сниму видео в тишине, и посудомоечная машина работает, и мне кажется, звук сейчас попадает на видео, да? Как у вас дела? Напишите мне, хоть строчечку напишите. В общем, я сейчас расскажу, как я обещала, где я пропадала все эти дни. Что я хочу сказать? Коронавирус – это не шутка. Мы попали с этим вирусом, мы заразились. Сначала, сейчас все по порядку расскажу, пока тишина, пока никто не мешает. Ну, в общем, сразу скажу, что сейчас уже все хорошо, и поэтому я на таком позитиве сейчас буду об этом рассказывать. В общем, было дело так. Сначала у нас заболел Дима, мой муж. Вот. Потом, буквально там дней через 5, заболела у меня Маша. Так как у Маши был ослабленный иммунитет, и вы помните, если кто смотрит меня, в тех видео я говорила, что Маша не ходит в школу с 12 сентября, мы все лечим. Непонятный кашель, откуда бы он взялся, тоже вообще не понимаю, и так никто и понять не может. В общем, мы все обследовали, да, обследовали, у всех докторов были, ну, начиная, естественно, с терапевта, потом у аллерголога, у иммунолога. Так, у иммунолога, правильно говорю? Иммунитет. Иммунолог. Короче, вот, мы лечились. В общем, и вот на ее состояние, видимо, на ослабленный иммунитет, она заражается Димой коронавирусом. В общем, ситуация вообще не очень из приятных. Ну, естественно, мы папу изолировали в одну комнату, Машу я в другую комнату, потому что, чтобы воспаление не заболеть, ну и самой тоже. Начали лечение. У Димы подтвердилось и по КТ, и по мазкам коронавирус. Мы долго ждали, когда у Маши возьмут анализы. Но когда у нее сразу же, в общем, она заболела, у нее поднялась температура, мы вызвали скорую. Скорая приехала. Они говорили в течение 12 часов к ребенку, но они приехали раньше. В общем, приехали. Температуру я сбить не могла. Очень долго. Потом к их приезду она сбилась до 37,5. Они померили кислород у нее, кислород стал падать, и сказали быстро одеваться и в больницу ехать. Вот. Мы собрались, поехали, приехали туда, потом нам померили еще кислород там, он еще упал. Они предложили сделать КТ, но мы не стали делать, нам посоветовали не делать, то есть они предложили, но не посоветовали не делать, лишний раз не облучать. Тут все было понятно, что у ребенка коронавирус. Когда мы приехали туда, температура еще больше поднялась. Вот. Ну, в общем, они нам выписали лечение, сказали ехать домой, потому что врачей мало, редко посещают детей. Ну, вообще все болеют. Болеют и врачи, это ужасно вообще. Реально врачей не хватает. Бедные они, мне их так жалко. И как они справляются, и как они крутятся, это... Когда это вживую видишь, мало приятного, честное слово. Вот, ну, короче, мы стартанули с ней домой. Выписали нам лекарства. Я завезла Машу домой. Ну, лекарства, антибиотики, противовирусные я завезла домой, понимая, что мне нужно в аптеку ехать за детскими противовирусными, потому что у меня не было этих препаратов. А антибиотик был у Димы, то есть тот же, который он пил, прописали и Маше. Дали ей быстро антибиотик, а я поехала в аптеку. И что я хочу сказать, в аптеках-то нету лекарств, ну правда, лекарств нету, и ты так быстро не купишь. Маш, что ты? Или Полина, что ты хотел? Я тут видео записываю. Я сейчас еще расскажу, что Полина сдает зачет по фортепиано. Поздоровайся.
Всем привет. У меня не получается. Ну как это у тебя не получается? Получается, я в тебя верю. Нет. Да. Нет. Давай только без слез, ладно? Я сейчас зареву. Давай без слез. Ну перестань, ну Полин. Давай. На фортепиано играет. Надо ей сдать зачет. Давай, соберись. Ну, Полина. Ну не делай такие лица некрасивые. Давай, иди, дай я расскажу историю. Вот ты рассказывай, и Да. потом отменяем все, я уже спать. Полин, нет, ты запиши видео. Вот как у тебя получилось, запиши так видео. Ладно? Да, как получится. Как получится, да. Первый раз, С первого раза, да. то есть никаких повторных дублей, да? Ну, да, и мы посмотрим со стороны, как ты сыграл на фортепиано. Хорошо? Все, давай, закрывай. Так, и на чем я остановилась? Ну то, что в аптеке нету лекарств, реально, потому что заболевших больше, чем на самом деле лекарств выпускают. Вот, я объездила, все аптеки, это уже было 10 часов вечера, 11, все ночные, но, в общем, нету. Благо то, что вот было у Димы эти антибиотики, я дала Маше. И вот эта самая первая и страшная ночь была вот в эту ситуацию. Это было вообще ужасно. Просто. У нее температура поднималась. И мы вообще ее ничего сбить не могли. И я понимала, что у ребенка падает кислород в крови. Блин, ну это так страшно, я вам хочу сказать. И я понимала, что я сейчас буду вызывать скорую, она приедет не скоро, потому что там скорая за скорой гоняют туда, в эту больницу. Ну, просто мы даже приехали, там уже 4 скорые стояло. Народу было много, очень много пенсионеров. Мы в приемном покое, когда стояли, там очень много пенсионеров. Реально не хватает врачей, просто не хватает врачей. Все они ждали КТ, выходили уже с такими диагнозами. Блин, это так страшно. Вот, ну мы в эту ночь справились, мы с часу до 5 с ней боролись с этой температурой, мы ее все-таки победили, и что, и вот начали лечиться, принимать эти антибиотики, вот 4 дня у нас была вот эта температура, такая нехорошая, не было ни насморка, ни кашля, вообще ничего, все было хорошо. Ну и все, и потом вот дело пошло на поправку. Приходили, брали анализы. Получается, на какой же день-то? Не помню, врать не буду, по-моему, на 5-й, что ли, когда она вот тоже стала, можно сказать, выздоравливать. Да. И показал 100% коронавирус. То есть у нее обнаружено. Вот потом у Полинки взяли мазок, у меня взяли кровь, потому что я контактная. Почему-то, главное, у Полинки мазок, у меня это... Вот. И у Полины и у меня, в общем, анализы хорошие. Сегодня пришли, все у нас хорошо. У Димы повторный анализ подтвердил, тоже все хорошо. А вот у Маши еще повторный не взяли, потому что там какая-то вот тоже там у них неурядица. И, в общем, должны прийти скоро взять. Вот. Но сейчас вот все, слава богу, хорошо. И я к чему говорю, это берегите себя, пожалуйста. Ну, мало приятного болеть. Полин, что ты там опять? Да, сейчас я подойду к тебе, ладно? Вот. И мало приятного болеть. Ну, блин, и на самом деле это страшно. Страшно. Эта температура, хоть и говорят, что легко дети переносят. Ну, сколько раз была высокая температура у моих детей. Ну, это очень отличительно. Вот прям, ну, это другая какая-то температура, не знаю, ну, вот мы как-то вот так вот пережили это. И, конечно, не без слез, без моих слез это не обошлось. Я ревела, я переживала, я напугалась очень сильно. Поэтому берегите себя, берегите. Маски все-таки, ну да, может, конечно, там и с масками заражаются, но тем не менее, все равно они помогают хоть какой-то от первых вирусов, ну, не знаю, мне кажется, помогают. И в нос надо мазать, и брызгать в горло после посещений всяких там мироместином, чем угодно.
обрабатывать, прополаскивать рот, когда вот особенно в таких местах посещаешь. Вот. Это, блин, коронавирус он и есть, что я могу сказать. У Димы, получается, пострадало, ну, там 10% легких, потом второй, когда мы не стали делать, не знаю, дальше развитие этих легких. Но все равно. То есть одышки у него не было, ни соплей, ни кашля, ничего. Вот просто высокая температура, и у Димы была слабость. Слабость. Вот. Ну и у Маши то же самое. Слабость. Ну, головная боль, конечно, когда высокая температура поднималась. Вот такие дела. Вот. И потом я еще обещала вам рассказать про цветы. Откуда у меня цветы? У меня был день рождения. С подружками мы мечтали, как мы это справим, мой день рождения. Но все коту под хвост, ничего не получилось. Но меня добрые мои родные, близкие, любимые меня не забыли, они поздравляли. В этот день у меня разрывался телефон, столько пожеланий мне присылали. Аж до слез, я даже плакала от всех этих поздравлений. Девочки присылали цветы, а утро у меня началось с того, что мне подарила Дима, Маша, Полина, 4 букета, 1 букет с лилиями, 3 букета с розами. Вот, потом девочки мои любимые меня поздравляли тоже с доставкой, доставку оформляли. Одна сама приехала, ну, с масками, конечно, на дистанции, так это было, даже не обнять вообще просто. Это что за год такой страшный, это что за год. Вот, так что я сейчас пока сижу в тишине, но думаю, сейчас пойдем камин разожжем, растопим. Иногда просто задумаешься, как же правильно сказать-то. Вот. И мне там надо цветочки уже разобрать, потому что они уже там начинают свой вид терять. Ну, в общем, сейчас мы перебазируемся в каминную зону, в зал. Я там тоже начала уже доставать подсвечники. Надо будет уже готовиться к Новому году. А сейчас, я говорю, вот уже наладилась атмосферка здоровая. Вот. И у меня уже такое прям желание уже наряжать елки. Ну, пока я начала все в кучу подсвечники собрала, свечи. Те, которые были, ну, в общем, на виду, их все в кучку собрала на стол. И надо будет уже какой-то декор делать, оформлять. И вот я хочу это все делать с вами. Конечно, не в этом выпуске, но, наверное, с завтрашнего дня уже надо будет приступать. Хотя бы одну елочку. У меня всегда очень много елочек в доме. И одна большая центральная, прям живая, настоящая, в центре зала стоит. Но чего-то, мне кажется, и мне мое сердечко подсказывает, что, наверное, в этом году не будем елку живую ставить. Но опять, как у меня Маша с Полиной, да, с Димой, ну, как-то в этом году мне кажется, достаточно будет вот всех елок, которые я наставлю здесь на первом этаже, на втором этаже. Вот. Ну, в общем, хочу сделать это с вами. Вот, такие дела. Ладно, пойдемте, там дети притихли, наверное, плачут, что они сдать не могут. Записать видео. Это вообще... Ой, кошмар. Как-то у Полинки более-менее получается, а Маша с этой болезнью пролетела и как-то упустила вот этот момент по фортепиано, и вообще прям она запуталась, не может разобраться в этом. Надо ей помочь, а помочь я не знаю как и чем, потому что я вообще в этом вообще полный ноль.
Вот. И Маша-то у меня в первой четверти аттестовалась, она, получается, 12 сентября вообще в школу не ходила. И как сейчас с этим коронавирусом, когда у него анализы возьмут, тоже мне непонятно. Пока этот анализ приготовится, это еще недели, наверное, ну, наверное, дней 10. Дней 10, наверное. Еще дома просидим, это кошмар. Но мы, конечно, все задания делаем, все классные работы выполняем. Вот. Аечка, иди ко мне, девочка моя, иди ко мне. Сзади меня, видите, сколько лекарств. Я еще, иди ко мне, иди сюда. Я их не убираю. А знаете, какой-то закон подлости. Как, вот у меня стоит лекарство, никто не болеет. Стоят, всякие баночки, бутылочки, упаковочки с лекарством. Как только я их уберу, я не знаю, у меня так у одной или у всех, как только их уберу в ящик, все, начинает кто-нибудь болеть. Я опять начинаю доставать все по новой голодом. Это вообще какой-то закон подлости. Аечка, иди ко мне, тебе зрителям покажу. Девочку мою, девочку. Поздоровайся, да, поздоровайся. Поздоровайся, скажи привет, привет, дорогие подписчики. Что же у вас так мало? Давайте добавляйте. Давайте добавляйте, да? Айка, посмотри в камеру. Ну что, да не стесняйся. Ты не хочешь быть публичной? Айка, посмотри, кто там, Айка, кто там? Ну что ты, посмотри, девочка у нас красивая, хорошая девочка, да? Ну, девочка хорошая, да, лапку. Здравствуй. Так, ну что, пойдем камин разжигать. Да девочкам помогать. Так. Та-да-дам, там-там, та-да-дам. Как хорошо, что все хорошо кончается, правда же? Ну что, моя пианистка? Полин, ну что слезки-то? Ну, Полин, ну вот слезы здесь вообще ни к чему. Всем привет. Со мной все хорошо. Еще одна у меня. Слушай, мне тоже записывают, и вот это каждый день. Я каждый день реву, потому что я не могу записать. Ну, что на самом деле? Это сложно, это очень сложно. Это не сложно тебе просто понять. Мы же говорили, что надо разобрать просто, Маш. Ну что ты? Просто у меня уже вот такие вот глаза. Ну, Маша. Маш, подожди, я сейчас Да тебе не, кое-что Насима, покажу, я хочу что я построила. записывайтесь на вокал, не на фортепиано. Маш, Маш, перестань. Полина, я тебя жду. Катюша. Полина, давай видео записывай. Давай. Я вас верю. Я не могу, понимаете, я не могу. Полина, давай поговорим. Давай. О чем? О том, о сём. Давай соберись. Я не могу. Давай только без слез. Слово не могу, ну нету такого слова. Есть могу, есть могу. Есть слово не хочу, ты, наверное, не хочешь. Я не хочу. Полин, ну давай. Сейчас, секунду. Да. Время много. Время сколько уже? 6 часов? Как много. Много, да. Давай, постарайся записать, ладно? Давай, я в тебя верю. Стойте, подождите. Я еще самое главное не рассказала. Это нереально. Это реально. Все дети записали, и ты запишешь. Я не понимаю этих детей. Мне кажется, у них было миллион слез. Ну перестань. У меня пока 100. Посмотри, у нас как-то свечечка. Я ровно. Ой, как так вот. Давай, милая моя. Нереально. Это реально нереально. Давай, у меня план сейчас разжечь камин. Давай разожжем его. Разожжем. Вот, потом цветочки разберем, а ты пока записывай. Быстренько запиши и приходи мне помогать цветы делать. Ладно? Разбирать их. Я не могу. Ну все, ладно. Я жду. Давай, начинай. Я под музыку пойду камин разжигать. Все, давай. Я могу только разбирать и все. Маша, ой, Полина. Ну красиво же, я уже прям вот... Полин, ну
красиво. Ну даже Айка поет. Круто. Так, сейчас я зрителям покажу, что я тут уже приготовила. Так, вот видите мой фронт работы. Это я все подсвечники. Но мне надо будет их декорировать. Вот. Так что... Но это еще не все. Это не все. Вот эти вот надо будет задекорировать. Так, сейчас я вам покажу. Цветочки, цветочки, цветочки. Сейчас все цветочки разобрать. Вон уже вот головки поникли. Вот эти вот цветочки разобрать. Вот так вот. Так что работа есть. Сейчас я из пакетиков их уберу. Молодец. Хорошо. Я пошла за дровами, потому что дров нету. Меня Полина останавливает. Попросила погладить белье. Видите как? Что за привидение? Маша, оно сейчас грязное будет. Так, все, девочки, я пошла за дровами. Подождите. Лайфхак. Говорю. Держи если вот так вам вот, что-то держи вот так. надо, понадобится. Что-то. Что-то. Вот так держи, пожалуйста, ладно? Что-то вы хотите выучить, но у вас не получается. Вы ревете, вы плачете, но у вас не получается. Ой, у меня икота началась. На нервном почве. Да, отличитесь, а потом займитесь этим. Вот, иди отвлекись по печику. Так, все, я пошла, девочки, за дровами. А что удачи? Ой, какой ветер. Какой ветер. Айка, пойдем со мной. Вон Аечка, Аечка. Жилеточку на нее одели, кофточку на нее одели, да? Холодно, потому что. Ой, темно, нифига не видно, надо было свет включить. Ой, как же вы меня сейчас увидите-то, такую красавицу. Ой, тьма. Вообще тьма. Как тут еще пройти? Тут еще тележку поставили, блин. Сейчас, подождите. Если присмотреться, то меня видно. А если вообще просто тут постоять, то кажется не так темно. Между прочим, я держу камеру, и у меня рука, блин, примерзла к палке. Блин, посмотрите, они что делают, а. Так они называются, фортепиано играют. Это так они называются. Повторяют, пододеяльник на одеяло одевают. Вообще, отойди, Маша, я зайду, чтобы вы не простыли. Ну, Полина же сидит, зачем ты дверь открываешь? Уводи ее. Ой, ой, мамочка. Как неудобно одной рукой мне это делать. Блин. Подождите, закрой, пожалуйста, Маша, дверь. Фух, принесла. Ты без продуктов. И что ты хочешь? Свечи? Тортик испечь. Ну, маффин. Ну, который Маша я же у нас пекла. пекарь. Мама. Так, блин, я свет там выключить Можно? забыла. Подожди, Маша. Нет, скажи, можно я начну и быстро закончу? Давайте сейчас суп поешьте. Нет, Потом я буду как раз готовить. Я быстро приготовлю Ты для супа. ты приготовишь, но ты покушайте суп. Ну хорошо, я сейчас начну готовить. Ну короче, я начну сейчас готовить. Ну, ладно. Стоять. Свет забыла выключить. Холодно на улице, вам скажу. Полина, ну отойди, ты прямо на сквозняке здесь встала. Иди записывай видео. Мама, вот я чисто с Юрьевной говорила. Уже время прошло, ты уже Нет. отдохнула. Ну как нет-то?
Маша, вот вы поиграли под одеяльником, да? И сейчас оно здесь валяться должно? Убери, пожалуйста. Вот и разожгли. Как трескотня, слушайте. Классно. Как намусорила я здесь, посмотрите. Кошмар. Что? Молодец. Мам, яйца мытые? Да, мыла я их. Так, ну что, давайте цветы разбирать. Тут еще листочек зажжён. Фу-фу-фу-фу-фу. Полин, помоги мне тогда воду будешь носить, а? Воду будешь носить для цветов. Ты записала? А? Ну да, нет. Иди записывай тогда, не надо мне никакой помощи. Я Насчет человек? воды. Я человек, мам? Ну, Полин, ну что Ну, пожалуйста, начинаешь? ответьте мне на вопрос, я человек. Ну, а кто ты еще-то? Ну, почему вы на меня всегда надеетесь? Почему не на Машу? А на кого нам Я надеяться-то? должна записывать первое. А какая разница, первая, последняя? Я ничего не Большая, понимаю. мам, очень большая. Так, подождите, я сейчас тут установлю. Понимаете? М? Я Так, создана давай. для этого делать. Полин, я тебя прошу. Так. Отсвечивает? Мне прям, я под фонарем, да? Танцы под фонарем. Так, как мне сделать-то, чтобы не под фонарем было? Так, вот так, да? Так, начнем. А ты рассказал, почему у тебя так много роз? Что? Да, почему? Рассказал, почему? Да. От них так пахнет, такое благоухание. Принеси мне, пожалуйста, ножницы, я их подрежу. Они фиолетовые стали. Да, но они уже прям это... Им надо срочно им помочь. Принеси мне, пожалуйста, ножницы. И знаешь что? И разносик принеси. Большой разнос. Ой, такой аромат от них. Божественный. Да. Так, иди воду эту меняй. Вот тут не очень-то запашок водички. Давай, неси. А Иди. я думала, почему так воняет. Думала, ай, как. Так, может мне вас вот так поставить, чтобы вам было видно? Вот. Да? То, что я делаю. Полина, ножницы еще нужны. Ой, их, похоже, уже не спасти. Их уже, похоже, не спасти. Их уже, похоже, не спасти, Полинка. Ножницы неси скорее. Не, без ножниц здесь никак. Так. Второй букетик. Блин, прям не могу. Ой, аромат какой.
Полин, Ну, типа. Маша Я там обожаю, кошеварит. вот я обожаю потом убирать листики, когда они вообще взяли, убирать листики, и вот этот корень, который прям плотненький такой, отрывать из мелко. Обожаю. Можно я тут поубираю? Полин, блин, тебе записывать надо. Так, давай. Только скрепок кругом. Какие красивые. Так, бумагу мы эту сохраним. Она пригодится нам Дайте мне, пожалуйста. в декоре. Ой, какой аромат. Жалко, что они уже... Ага. Тянут. Может их водичку опустить в холодную, а? Дать им- Они заболеют, мама. Почему? Они оживут. Как там в интернете я читала, что если они... Вот холодные, мама. Нет, их надо прям вот окунуть. Видишь, они уже тут высыхают. Уже листопад у них начался. Давай все просто листики оторвем и все. Вот те, которые вот эти вот. Просто вот так вот Я оторвем. поняла тебя, но это... Их можно в воду бросить, может они оживут. Вот холодная вода. Ой, вкусно. Можно я, мам, можно Что? я вот это вот распакую? Так, ну эти уже у нас точно, уже все. Их можно выбрасывать, да? Получается. А такой смайлик есть завязшая красная роза. Вот эти вот головки. Отойди, мне пожалуйста, оторвёт. это мы сделаем в Ванну. лепесточки, да, и ванну. Кто за? Я. Это у нас пойдут для ванны. Ничего не выбросим, все мы используем. Поль, пожалуйста, Я давай. хочу делать. Тебе нужно просто записать, я переживаю. Не переживай, все будет хорошо. А вот букет от моих подружек. Насти, Анечки. Кстати, сколько времени у тебя скоро английский с Настей? Так, ну что, распаковываем. Ой, какой шикарный бант здесь. Уху-ху, прям. Смотрите. Такие ленты А, кстати, красивые. вот этот Все букет, эти ленты нам понадобятся для декора. смотрите, вот этот букет первый, потом вот эти два букета, которые розовый и бежевый, это мы подарили Да. папой. Какие ленточки шикарные. А Так, ты мне ну, сказала причину, почему у тебя так столько много букетов? сказала, что у меня день рождения было. Полин, ты мне немножко тут вот встала, не... Встань с той стороны, чтобы тебе видно было. Обойди, только камеру не урони, ладно? Итак, распечатывайте. Вот ленточка. Только бумаги. Как они это все пакуют? Вот это же не Аня и Настя делали сами. Почему сами? Нет, они заказывали. Это Жарден. Магазин Жарден. Это букет из магазина Жарден. Очень красивые там букеты. Видите? Жарден. Аккуратней, Полина. А вот это мы привезли из Екатеринбурга цветов.ру. Ну да, да, цветов. Это маме на день рождения было. Я ему Да, сказала. я один глаз уже накрасила. Ну, нечаянно получилось. Это совсем нечаянно получилось.
Да что ты один глаз-то накрасила, а Я не второй? знаю. А что ты, подожди, а что, зачем ты это делаешь? Ну, надо их спасать, видишь, они уже погибают. Вот, Их надо обновить. цветов.ру. Полин. Бумаги они наложили. Посмотрите, как много было этих. Как много бумаги и сколько цветов. Это объем такой получается. Подожди, а что это такое? Что за пластик? Как это с днем рождения? Что за пластик? Специально для цвета, с днем рождения. Так, Пожалуйста. распечатываем. А то камера упадет. Так, смотрите. Слой 1. Полин, ну, убери, пожалуйста, вот это. Блин, так жалко, что вот эти... Блин, так. Слой 2. Ну, Полина. Букет. Ты камеру шитаешь, ты уронишь ее, и она упадет. Она, видишь, у нас еле-еле держится. Так, все делаем Мне аккуратно. вот эти вот цветы очень нравятся. Я не знаю, как они называются. Лаухома какая-то. Все сделано профессионалами. Ой, ну слишком они прям завертели, конечно. Я считаю, что их сейчас не нужно ставить в вазу, а окунуть, оставить В холодной воде. в ванну, набрать воду, да. А как же мы будем купаться? Полин, я тебя прошу, ты сейчас наберешь ванну воды. Маша, набери, пожалуйста, ванну воды. Я сама. Ты мне ножницы забираешь. А ты у меня. Каждый цветочек они перемотали скотчем. Каалы. Вот эти, смотри, как хорошо сохранили. Да. Аромат от лилий. Ой, просто вообще. Это ты сейчас блузку и нос покрасишь. Вот это потому что пыльца накрасится очень. Так, мы сейчас все сделаем, все обновим. У нас букеты будут как новенькие. Итак, второй пучонок. А смотрите, какие гвоздички. Такие. Ой, какие розовые. Да, какие розовые гвоздички, да, красивые. Ой, какой аромат крутой. Так, ну тут кто она? Блин, забыла цветок, как он называется. Выпал из головы. Мама, вот это. Там Блин, как цветок называется? ромашка. Какая ромашка? Забыла я. Напишите в комментариях, как называется этот цветок. У каждый прям цветочек взяли, они Скотчем называется. скотчем завернули. Ой, а тут, смотрите, тут росточек дал. Тут, видите, росточек дал. Тоже такая интересная роза. Она, смотрите, как распускается необычно, заворачивается. Жалко, конечно, что цветы увядают. Вот эту, А что вот эту такое штуку, увядают? вот эту штуку можно засушить, и она будет в декорациях очень красиво смотреться. А что такое увядают? Ну, засыхает. Ага. Свой Итак, второй вид пучочек. теряет. Так, ну что, Маш, набери воду для цветов, а? Сама наберу. Третий, четвертый пучочек. Вот они. Красоточки. Ладно, я Так, пошла. подожди, вот у нас Я? еще... Не-не, вот у нас еще букет нужно. Ой, точно. А я пока наберу ванну. Ну, можно я его распечатаю? Вот этот букет? Да. Сейчас я быстренько ванну наберу и распечатаю букет. А, это букет. У меня уже язык заплетается. Вот еще тоже один букет от моей подруги. Тоже лилии. Ой, ароматы. Ой, сейчас прям. Сил нет. Холодную воду надо. Да-да-да, только холодную. Холоднющую. Да, холоднющую. Вот это мы вот сюда поставим. Добавить. Так, ну... Это самый большой там, да? Да нет, почему? Так, вот эти штуки мы оставим. Сейчас я бумагу сложу, а вот это все отнесем, да? Посмотрите, какой красивый.
Я уже показывала. Ничего Это страшного. нам, я не знаю, это может быть нам тоже пригодится для декора. Потому что у меня задумки прям вообще дом украсить. Дом Да. украсить. Прям по полной программе. Полин, разделывай. Снимай. Так я Вот снимаю. так вот это вот убери, пожалуйста. Давай. Ваня уже набирается. Распаковка по кайфу. Дай. Ножницы. Сейчас вот так вот, и В общем, дом вот так. нужно украсить. Мам, Дом покажи вот нужно на этот украсить, букет камеру. Я хочу прям так. АСМР. потому что Сейчас будет если, АСМР. если не приготовишься к празднику, праздника не будет. Да, Ика? Да. Праздник только там, где готовятся к нему. Да, Айка, да. Эту я бумагу собираю, как муха подберу. Она нам потом... Смотрите, итак, как завить вот такие вот штучки. Берем вот так вот тоже. Вот так А вот. это фу. Зажимаем вот так вот. И вытягиваем. Это все нам пригодится. Вот так. Это всё Вот вытягиваем. Ну и, короче, вот такая петелька получается. Мама, а теперь давай, ты, вот сейчас прям тишина будет, я начну АСМР свой. Давай быстрее распаковываем. АСМР. Это что значит? Это прям приятные звуки такие, знаешь, шуршание пакетиков. Я не знала, что это так называется. Итак, поехали. АСМР чек. Мне не шумно. Нет, наоборот, вот так вот поедет. Да, а здесь открыточка. Здесь открыточка. Ой, для тебя. Я ее сейчас прочитаю вам. Ну, Полина! После АСМР. Сейчас я вам прочитаю. Сейчас я укреплю. Опа. Открытка для тебя. Дорогая, любимая Катенька. С любовью и наилучшими пожеланиями от нас, Ани и Настя. Итак, продолжаем АСМР. Ну что ж ты так? И так шуршания тут достаточно, поверь. Лишний Айка звук. не мешает Они делать ни к чему. АСМР. Раз, АСМР. Ой, АСМР. Пленочка. Ой, извиняюсь. Маша, ну как дела с тортиком? Второй слой. Ну, Полина, ну что ты делаешь, Ой, камеру? Ну, АСМР. думаешь, приятно это людям смотреть шуршание такое? Да. Ну, я думаю, нет. Я и так стараюсь как можно меньше шуршать. А я АСМР делать. Итак, третий слой. Так, пойдем посмотрим, что... Подождите, а четвертый? Ну не шурши тогда в камеру так, потому что в камеру, когда шуршание, это не очень приятно, тебе хочу сказать. А, ну я. Остановка по кайфу. А мне нравится, когда что-то шуршит. И последний, четвертый слой. В этом пакете 4 слоя. Итак, ой. Далее у нас идет, получается, вот так вот завуалирован. Точнее, Не шурши. получается, розочки. Прям каждый цветочек завуалирован, Не знаю, как. в Ты своё пакете. какое-то слово придумала. Я знаю, если что, завуалирован, мое личное слово, ну, не личное, а как бы сказать, мое придуманное слово, это значит, что упаковано. Вот.
Каждый цветочек упакован в такую фольгу. Вот. Меньше шуршит зрителям неприятно. Согласна. У нас уже столько бумаги. Итак, вот. В магазине можно продавать. Дальше вот такой вот цветочек. И сюда его сейчас положим. Далее. Вот такая вот, это что, как называется? Хризантема. Хризантема белая. Тоже в таком же пакетике. Вуалирована. Еще одна хризантемка. Беленькая. Так. И она тоже упакована. Ну, мне же нужно рассказать все поподробнее, чтобы было интересно. Да. Еще одна хризантемка белая. Дальше вот такая роза, но она уже прям для ванны. Итак, посмотрите, сколько у нас цветов уже. Вот еще, она была увалирована, завалирована. И вот еще розочка, тоже для ванны. Вот эти вот, кстати, открыточки там тоже такие у цветов рум. Вот такой цветочек. Я правда не знаю, как он называется, как я не знаю. И еще один такой. И вот такая вот красивая веточка. Так, половина нам надо выбросить. А половина... И готово. Да, давай вот это вот. Давай в камине сожжем это все дело. И я считаю, что розы нужно. Сейчас мы сделаем ванну, попробуем Она их уже оживить. И попробуем оживить и посмотрим, что из них получится. А если духи получится? Ароматная ванна. Так, а это мы сожжем. Если получится духи, смотрите, подождите. Да, я скажу зрителям моим. Ну, твоим. Так, Смотри, если у нас получится духи, то пользуйтесь лайфхаком. Мы их в стакашки набираем, потом в кулончик, в эти специальные штучки и пшикаем. все, понятно. Ой, от камина уже так тепло. Посмотрим, что Маша там делает. О, у Маши полным ходом тут готовка. Та-дам, тара-да-да-дам, да-дам, тара-да-да-дам, да-дам. Ого-го. Сейчас ждем. Один глаз накрасила, я не могу на тебя смотреть. Я знаю, я умею только один глаз красить. Да? Я всегда так хожу. Понятно. Так, ну позовешь, когда будет тортик готов, да? Надо только через час. Ладно, давай. Так, ну что? Понесли цветы в душ. Полина, ну что? Посмотри, там набралась вода? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А? Пошли. Красоту спасать. Жалко. Жалко же, жалко. О, какой аромат! Просто я вообще не могу. Какой аромат. Ай. Полин, ну хотя бы включи свет, а? Блин, мне не войти. Тут темно. Я ничего не поняла. Ты набрала? Ой-ой-ой. Нормально же, да? Ой-ой-ой, нормально. Подождите. Подождите. Так,
А так вот чистенько. Чистенько, чистенько. Так, Можно я тоже опускаем. Ну, веточки вот так вот опускаю в ванну. Упс. Так, розочки не надо. Почему? Вот розочки-то как раз я из-за роз сюда и пришла. Посмотрим, эксперимент проведем. Упс. Так положим. А? Так положим. Тут нужно их равномерно сделать. Сейчас мы сделаем. Нет, видите, зачем ты вот так? Ну, какие-то не спасутся, а какие-то спасутся. Может быть. Ты так чуть-чуть так подтопи. Ладно, я сама, Полин. Ты сейчас рукава замочишь. Нет. Да. О-о-о. Холодно. Нормально им. Они любят прохладу. Любят прохладу. Но если не удастся, тогда у меня будет ванна из лепестков роз. Да? Тоже хорошо. Они легкие, они всплывают. Не утопают. В общем, им нужно полежать сутки, мне кажется. Это сколько? М? Это сколько? Ну, сутки, ты чего, не знаешь? 2 дня? Возьми, пожалуйста, разносик. Нет, ночь и день. Ну, посмотрим завтра еще, что с ними будет. Бери этот. Че свет-то не включила? В потемках в каких-то. Пойдем. Ой, мам, мы воду забыли выключить. Выключи, пожалуйста. Выключи, выключи. Маш, ну что? Что? Как у тебя там дела? У меня все хорошо, я уже дома торт поставила. Так, подожди, Маша, Полина. Что делать? Давай, шагай, 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 шагай. А? Какой торт? Устала. У меня на пальцах мозоль. У тебя на пальцах мозоль. Да, у меня на пальцах мозоль. Давайте гладьте, вы обещали мне погладить. Я вообще первый раз слышу, когда я тебе это обещала. Обещала. Так, вот еще у меня коробка. Коробка подсвечников. Ой-ой-ой. Как вы нас забираете? И нам не нужно. Нет, не надо ничего забирать, там все надо. Все в дом, все в дом, все в дом. Зачем? Не понимаю, зачем? Подсвечи. В смысле, зачем мы украшать будем на Новый год? Ты что? Господи, боже мой. Вот кто это мне гирлянду вот эту порвал? Зачем? Зачем порвали гирлянду? Не знаете? Это я. Распаковка зачем? Полина, О, блин, как эта свечка воняет. не, Пахнет. у меня это пахнет. Видите? Мать моя. Полина, аккуратно. Неаккуратно. Ты не аккуратно. интересно. Итак, что я достала? Я достала фиолетовый подсвечник и фиолетовый такой браслет специальный для подсвечников. Так. Вот. Вот такой вот. Ого-го. Еще раз. Аккуратнее, у меня же здесь свечи. Итак, второй я достала такой же подсвечник. И так, и сяк. Вот первый вот такой вот подсвечник и второй. Так вот они вместе смотрятся. Итак, я достала вот такую вторую свечу. Посмотрите, они обе фиолетовые. Круто. И вот такие вот 2 браслетика. Они мои. Блин, вы что расслабили мне здесь? Аккуратнее. Такой вот. На. Распаковка.
Итак, я достала. Я достала вот такую вот такой вот подсвечник белый из Икеи. Так, вот так вот из Икеи. Очень красивый. Итак, мама достала 2 свечи. Полина! В розовом подсвечнике. Нужно все объяснять. Итак, я достала вот такой вот. А я достала вот такой букетик. Я достала вот такую вот свечку, мама. Еще вот так вот надо сделать. Снимаем этикетку. Мамочки, сколько свечей? Да. Я вот любитель просто свечей, серьезно. Да, я очень люблю свечи. Она готова сделать дом из свечей. Так, ну вот мы Разобрали посылку. разобрали и не разобрали, мы приготовили. Уже потихоньку надо готовиться. Да, завтра я елки все притащу в дом. И все будем мы, в общем, наряжать их. Смотрите, сейчас будет какое пламя. О, нет, смысла. Да, смотрите, сейчас мы эту коробку Сожжем. 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 Ольчика, отойди, пожалуйста. Смотри. Пламя будет просто бомбейское. Ждем. Ты сейчас Ждем большого огня. Ждем биг огня. О, все началось. Начинается. Шоу начинается. Шоу начинается. Отойди, пожалуйста. Дай я ноги протяну сюда. Я думаю, что она упадет. Нет, она упадет. Чё? Вперед! Нет, она не упадет. Мы готовы. Красиво. О, такое тепло идет просто. Как жарко. Капец. Очень жарко. Реально жарко. Очень Очень жарко. жарко. Я уже вспотела. Вообще прямо жарко. Прямо. Реально жарко. Девочки, солнышко. Слышите, как у нас часики били? Все, перестань. Весь кайф спорт. Так, ну все, вон мне звонят с бригады ковида. Мне нужно будет ответить. Все, всем пока. Кстати, подождите. Не-не-нет, мне нужно Девочки, ответить. Солнышко. Не звонят. Мне звонят, Итак, наверное, скажут. Загар бесплатно. Подождите, я им отвечу, сейчас я вас не переключаю. Так, ну, в общем, звонок был от бригады. Получается, ситуация такая, что... Мне надо будет сдавать мазок еще Маш, раз. я расскажу. Получается, завтра с 9 до 11 придут брать мазок у Маши. И из-за этого мы все равно сидим на карантине. То есть пока все не выздоровят, пока у всех анализ не будет хороший, все сидим на карантине. А я думала, что я Полину поведу в школу. Хотела в пятницу идти на прием. А мне сказали нет, пока вот у Маши не придет анализ. Как только придет, тогда мы стартуем в поликлинику за справкой. Вот так вот. Да. Ладно, все, всем спасибо, что вы были с На этой нами. прекрасной ноте мы, к сожалению, заканчиваем. Но мы сейчас еще и тортик Машин попробуем. Да. Так что Я хотела бы это запечатлеть. запечатлим, давай запечатлим. Так что не переключаемся. Нет, это будет еще новая уже серия. Да, смотрите, значит. Вот как мы кушаем тортик Машин приготовленный. И к этому Все, всем спасибо, всем пока. Пишите Ждите комментарии. второй серии. Пишите комментарии, я с удовольствием всем отвечу. Часики тоже вам говорят пока-пока. Ваше время, наше время истекло. Наше, ваше, все время Всё. истекло. Всем пока. Пока.